Так, ну это вот у нас клавиатура CPT-050A или SRT. Непонятно. А такая вот клавиатурка XT-шного формата, как оригинал был. Хотя, может и нет, там, по-моему, был F8 последний, здесь F10. Одной клавиши не хватает. Клавиша печать или что-то такое. Очевидно, лампочки были при включении. Провод здесь такой же дубовый, как у мыши. Всего 5 пинов. Ну, то же самое, что обычный писюковой клавиатуры. Я думаю, они совместимы. С обратной стороны. Дата у нас 90-й год, август. Одна ножка у нас есть. Второй ножки у нас нет. Пломба 42. Клавиатура хорошая. Нажимается не так, чтобы плохо. Грязь чудовищная. Ее мыть. Ну, колпачки вроде снимаются легко. Можно попробовать посмотреть, насколько все печально. Вот, вроде смывается. Да. Вот мылом. В идеале, конечно, можно даже найти новые колпачки. Так, это вот у нас основной компьютер. Основной системный блок. Это явно добавление потом. К сожалению, серийный номер 1741. Морда непонятно почему у него не держится. Насколько я могу судить, тут у нас пластиковые такие шпенечки, они должны вставляться сюда. Внутри у нас блок питания. Тоже серийный номер. Подписаны коннекторы. Плюс 12, минус 12, плюс 5, плюс 5. Должно быть еще минус 5 где-то. Провода объединены. И у нас тут корзина. Почему морда не хочет висеть? Потому что, видимо, компьютер изогнут. Так, вот его лучше не трогать. Смотрим, что сзади. Сзади у нас основные наши платы. Крышка, фиксирующаяся на поддоне. Вентилятор. Кнопка питания. Вот это вот, я полагаю, это для питания монитора. Вот это вот, что это такое за сопля? Непонятно, может быть это заземление, может быть это что-то другое. Вентилятор. Кстати, хороший подшипник. Прям отличный подшипник. Платы. Внутри у нас вот это вот самоделка. И идут основные платы. Вот этот разъем мышки сильно пострадал. Кто-то его прям выдрал. С мясом остальное платы у нас на винтиках. Сейчас мы все достанем, посмотрим. Первая плата. Это явный самодел. Прямо какой-то кошмарный самодел. $42-49. Никакой информации о том, что это может быть, нет.
кроме того, что здесь у нас V55A, это какой-то параллельный или там что-то такое, какой-то интерфейс. Порт большой. Возможно, это была какая-то самоделка. Все на меди, все на соплях. Не знаю, что это. Может быть, на жестком диске будет какая-то подсказка. Это, насколько я понимаю, основная плата компьютера. Кто-то к ней приделал такой вот чудовищный резет, который идет внутрь корпуса к кнопке на мордочку. Кнопка сброса, конечно, это что-то с чем-то. Если ее нажать прямо, она ничего не нажимает, ее надо нажимать вверх. То есть вниз она вообще встает, вверх она нажимает на резет, вперед она тоже как-то нажимает резет, но в 3 раза сложнее. Дизайн, конечно, вообще потрясающий. Это клавиатурный коннектор A012. Да, он тут стоит. Здесь у нас стоит совершенно феноменальное количество ультрафиолетовой ПЗУ. Август 90-го. Машина заводская. Можно прям догадаться, как она сделана. Интересная кроватка под кварц. Никогда такой не видел. Это, скорее всего, резисторные сборки какие-то. Электролиты. Если это электролиты. Какой-то бешеный резистор. А также для портов. Процессор 8086. Кроватка под 8087. Ну, вот эти вот у нас 573 RF5. 73 RF5. RF5. F5. F5. И RF5. Это, видимо, основная плата логики. Это VT37, VN59A, VI53. Это у нас микросхемы, которые чипсет основной составляют. Да, они же есть и на оригинальной, даже XT-шке. Номер. Следов вандализма на плате нет. Обратная сторона качественная. Есть фикс. Остальное все хорошо. Идем дальше. Вот это я, наверное, сейчас резет этот отпаяю, потому что это безобразие, и плату не убрать. Так, это третья плата. Это, очевидно, плата оперативной памяти. Много здесь у нас памяти. Кто это у нас? RU5. Чуть-чуть логики. Логика. И RU5 G. Да. Можно прикинуть, сколько тут памяти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 это у нас 16 микросхем. Плюс 2 на парите. Соответственно, вот это у нас, если они по 64, 128 на 4. 512 килобайт, по идее, должно быть. Ну, сказать тут нечего, кроме того, что что-то из этого может быть дохлое. Ничего это не в панельках. Это будет очень весело проверять. Если все это панелить, можно сойти с ума, да и панелек нужно целое ведро. Кстати, интересный механизм установки плат в эту штуку. Плата фиксирована с двух сторон
такими винтиками. Не то чтобы удобными, но винтиками. С шайбочками. Главное не потерять. И фиксированы платы такими штучками. Не упираются в стенку корпуса. И как рычаг плату выкидывают. Это у нас плата. Не могу сказать чего. Явно, что здесь когда-то была мышь. Так что это, наверное, компорт какой-то. Может быть, это параллельный порт. Сейчас мы посмотрим. Может быть, это наш же контроллер дискаунтов. Сейчас вытащим. Вот она, платка. Номер 1741003. Серийный номер. Что у нас тут? XS4. XS3. И мышь. Стоит 55-й. Логика. UM 8272. Так, я не скажу, что это очень может быть. Это может быть контроллер дискаунта. Без интернета я не могу сказать. 4448 ГГ2. Скорее всего, какой-то кварцевый генератор. Тоже электролит. Следов зверств нет. Пыли уже значительно на нем. Ну, вот этот вот коннектор, его можно будет перепаять. Да, потому что ушел он, конечно, с мясом. Если я такой не найду, то его можно просто на обычную гребеночку заменить. Это несложно. Это хорошо. Так, вот это вот 660 Well подписано. Это совершенно точно видеокарта. Почему? Потому что MC6845 от Motorola. Это CRT контроллер. Что-то как-то она идет прям тяжело, но идет. Дай мне на тебя посмотрим, что у нас здесь есть. Кроме того, что море пыли. Логика. Конденсатор, кварц. Логика. RU5V. Это микросхемы памяти. Здесь у нас RU5 8 штук. Это значит, что у нас тут 64 килобайта видеопамяти. Это больше, чем CGI видеокарте. Там всего 16. Что еще интересного? Логика. 537 RU10. Не уверен, но это может быть шрифты там записаны. Разъем. Транзистор, диоды. Точнее, транзисторы. Скорее всего, это, конечно, CGI карточка. Потому что для MDA совершенно точно 002. Для MDA это сверхизбыточный объем видеопамяти. То есть, скорее всего, это CGI. Но надо посмотреть. Надо посмотреть на нее. Такая вот карточка. Так. Вот эта карточка. Вот эта карточка. Это контроллер, скорее всего, жесткого диска. Что у нас тут? 8089А. Какая-то микросборка залитая, даже две. Логика. Карта называется ES18410010. Что-то у нас не хватает здесь. Стоят RT7. Ума не приложу зачем.
Но может быть это действительно этот контроллер жесткого диска MFM. Тогда на нем должна быть прошивка. 183. Подстроечные. Подстроечные килоом резисторы. Еще электролиты, которые похожи. Не вызывают доверия. Надо его будет, конечно, все поменять. Повезло этой плате, что тут стоят одни эти желтенькие конденсаторы. Прям миловал бог. Два разных кварца. Очень может быть, что это контроллер. Это куда флопики подключались. Может быть и сюда. 5, 3, 2, 3, 4. Эта плата у меня упала. Когда я нес его со склада, она выпала из корзины. Не была вставлена. Но по идее... Ну, кварцы не факт, что пострадали, но ничего такого страшного нет. Легко будет заменить, если частоты не будет давать. Так что, в принципе, будем надеяться, что с этой платой все хорошо. И смотрим последнее. Последняя плата. Последняя плата. Фу. Она очень похожа на ту плату с оперативной памятью, что у меня лежит. Можно их даже сейчас сравнить. Это одна. Это другая. Очевидно, они визуально немножко отличаются. Вот это вот очень похоже на ту, что есть на Авито. Я думаю, что имеет смысл заменить. Здесь у нас стоит... Что у нас тут стоит? Стоит. Это логика. Стоит всего 128К. RU5 вообще без индекса. То есть у нас здесь стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Две парити, соответственно, 64, 64, 128. 128 и 512. Это дает нам 640К. Видно, что можно сделать еще 256 и еще 512, если есть море. Но я попробую, может быть, взять ту авитовскую карточку. Там полные 512. Заодно будет запас RU5. Когда в этой машинке будет мегабайт, вопрос, сможет ли она потянуть мегабайт. Потому что 640К это как бы стандарт. Так. Карточки все здесь. Что у нас тут осталось, кроме паутины? Корзина. Кругом стальная рама. В принципе, да, все на винтах. И блок питания, который дует сюда пылью. Вот он, блок питания. Интересно, как он закреплен. Вентилятор вон на этом. Это наверняка разъем питания для монитора. Монитор 12-вольтовый, соответственно, здесь в 12 вольт и выходит. 220. Попробуем его снять. Так, секрет, почему слетает морда, не секрет. Здесь вот эти фиксаторы, они давно отлетели. Здесь они держатся и в принципе не снимаются. Так что, возможно, будет иметь смысл сделать здесь пару шурупчиков, просверлив аккуратненько все это дело. Или просто
какой-нибудь жидкой сваркой замазать. Это вот сделанный резет. Тяп-ляп, я думаю, эти хвосты пока паять или чикнуть просто, чтобы не мешались. Можно пока оставить. Морда. Это у нас блок питания. Как я уже говорил, 2 коннектора. Это у нас бэкплейн. Огроменный динамик стоит, просто огромный. Для сравнения, вот это стандартный писюковый динамик. То есть, ну вот можно сравнить, насколько эта ES должна быть громче. И это не самый тихий динамик, он довольно громкий. Это ужас какой. Так, конструкция из какого-то сплава. Тоже номера. Вообще, конечно, компьютер сделан профессионально, и могу представить, насколько он был дорогой. Так, блок питания зафиксирован винтами снизу. Есть крышка, которая должна сниматься, посмотреть, что там внутри. Его, конечно, тоже надо будет обстужить. Либо, может быть, можно просто от ATX его запитать. Ну, от AT. Просто от AT. Потому что ничего, никаких тут этих тайн нету. Синтепоновый утеплитель. Ужас. Здорова штука. В итоге остается у нас такая вот корзиночка. Полностью железная, брюшко здесь хорошее. Можно убрать, посмотреть внутри блок питания. Блок питания внутри. Сложно поверить, что это 90-й год. Просто сложно, это что-то страшное. По виду это, конечно, 60-е. Может быть 70-е, может начало 70-х. У меня есть желание просто заменить все это на PIC-ATX и конвертер на AT. Потому что, ну, посмотрите на это. Это просто ужас какой-то. Конечно, нужна схема. Не знаю насчет вот этих вот электролитов больших. Визуально они как бы не текут. Но и доверия, конечно, к ним никакого нет. Это явно май 90-го года. Прям вот совсем. Поэтому я боюсь эту штуку включать. Ну, только на улице делать. Ну и, конечно, без нагрузки. Надо будет нагрузку какую-то дать. Ну, вот так вот выглядит блок питания. Так, это у нас блок дисководов. Отдельный. Который Minatep. Сзади он имеет свой блок питания на 220 вольт. 2 5-дюймовых монстрика. Диско производства и MFM трактор непонятной наружности. Сразу с дисководами все хорошо, они соединены просто каким-то невообразимым кабелем толщиной почти с мой палец, с изоляцией, которая, ну, подходит, я не знаю, для высоковольтной линии, наверное, и можно убить. Сейчас тут А03.4. Да, тут все хорошо. Правда, он вырвался вот отсюда, вот здесь он закреплен. Вот это вот. Это я не уверен, что откуда это. Может быть, да нет. Откуда-то кабель. А вот МФМ кабеля его нет. Он потерян.
И это, конечно, очень плохо. Так, попробуем сейчас вскрыть эту штуку, посмотреть, что там внутри. Оценить кошмар. Так, так, вот эта штука выглядит без корпуса. Дисководы. Прям стандартные писюшные. Это что-то большое. Что у нас тут? Роботрон Электроник. ДДР. Ха. Привет из Германии. Битые сектора. Обалдеть. С завода, скорее всего, заполнен. Попробуем его снять. Его, конечно, лучше хранить где-нибудь в тепле. Плюс, пока я не пойму, как мне подключить его к основной плате жесткого диска, это будет большой вопрос. Вот этот кабель, как будто бы он заводской. Я, честно, такой коннектор вижу впервые. Но припаян он как-то, прямо скажем, соплями. Вообще-то можно сказать, что он припаян. Мне это очень не нравится, что это такое вообще. Как будто заводское. По крайней мере, такая же дубовая изоляция. Что вы это упало? Мне кажется, это что-то лишнее. Тем более я не очень понимаю, что им можно запитать. Так. Ну, это обычные флопики. 2 головы, 360к. Это у нас 512 блок питания. С ним, я думаю, его тоже можно просто заменить на что-то, какой-нибудь минвелл маленький, поставить на 5,12 вольт. Он будет, ну, я не знаю, там с вентилятором нет, он будет тише, надежней, и в нем можно будет быть уверенным. Фишку сделать, и все. Потому что 220 вольт, 1 ампер и весит как полкомпьютера. Дисководы я потом отмою. С ними, по идее, их можно легко проверить на большом PC. А вот жесткий диск, с жестким диском надо будет что-то подумать. Там такой роботроновский хард. Скорее всего, копия какого-нибудь Seagate. Колесико. Как будто бы немножко повредилась. Морда классическая. Писюшная. Первый в моей коллекции такой диск. Попа картоном закрыта. И, конечно, он гигантский. Тут у нас джамперы стоят. Пыль внутри. Прорезиненные ножки, чтобы не дребезжать. Гермоотсек. Сейчас еще раз там написано на мордашке у него. Информация о дефектах при поставке. Голова 0, цилиндр 160, голова 2, 481. Я думаю, за эти годы добавились еще. Странно, что информация на английском. Диск вроде как немецкий. Теперь надо найти кого-нибудь, у кого есть рабочий точный контроллер. Попробовать его считать, потому что у меня вообще нечем считать MFM. Может быть, сделать с него копию, если там осталась какая-то интересная информация. Получится запустить хорошо, не получится, ну тогда придется строить XTID. Благо у меня разъем есть. Это что касается компьютера. Теперь можно посмотреть мониторы.
Первый мониторчик полностью черный. Так называемый колокольчик, по-моему. Полностью черного цвета. Сзади у нас разъем питания 12 вольт, видеоразъем и два потенциометра яркости и контрастности. Пломба. Я не пойму, похоже, пломба снята. Хотя, может быть и нет. Может быть, он все еще опломбирован. Снизу у нас есть такая вот ручечка, ножичка. И одной рукой фиг удержишь. Что-то такое непонятное. Говорят, это клон какого-то монитора от терминала. Вот эта вот ножка, я пока еще не понял, как она должна работать. Потом разберемся. Выглядит он, конечно, очень грязно, но в принципе корпус хороший. Если он действительно не разбирался, то можно рассчитывать на хороший результат. Второй монитор. У него явно тут что-то с крышечкой. Это уже очень плохой признак. Прям кажется, он собран один из двух. Трубка есть. Что за трубка, непонятно. Есть лейбл, который в случае чего можно будет переставить на рабочий. На жопе у него пломба явно снималась. Да, тот опломбирован, этот нет. Возможно, это пытались чинить. Те же самые коннекторы. У нас есть шильдик MS6105.02. Сделан в СССР. Его можно попробовать разобрать и снять крышку, посмотреть, что там внутри. Так вот выглядит этот мониторчик. Плата, тонна электролитов. Судя по обзору ремонта таких девайсов, их все под замену сразу. Флажки красненькие тоже под замену. Их тут море, причем похоже, что многие потекли. Желтый налет на них, так как плата стоит вверх ногами в мониторе, вполне возможно, что электролит вылез, вытек на корпус. Одну плату я заберу. Трубка 31 LM10B2. Говорят, это хорошая трубка, это не телевизионная, это именно что мониторная трубка. Повреждений на ней я не вижу. Магнитики стоят, не все магнитики установлены. Может, какие потерялись, может, нет. Визуально трубка вроде бы ничего. Хотя вот это вот вызывает сомнение, что это такое. Кажется, кто-то, может, пытался его починить. В розетку не включались. Это не включалось уже много лет. Ну, вообще хоть как-то движется. Да, можно снять. Тяжело идет. Очень выглядит как самодельное все. Ну, снялась. Так, тогда сейчас надо посмотреть, как снять плату. И ее тогда можно забрать, чтобы уже определяться с перепайкой и с вторым комплектом для второго монитора. Чтобы
платы лучше иметь запасную. Вот такой вот монитор. Так, я ее снял. Вот эта фишка одевается на... Это здесь она вставляется вот на этот разъем. Тут есть ключ. Есть вот это вот провод выходит за радиатором. Это что-то вроде земли. Есть... Да, вот он. Его можно отключить. Есть второй провод. Он идет вот сюда. Он синенький идет вот сюда. Этот с катушечки снять тоже очень легко. Так. И все, что нас держит, это вот фишечка. Сейчас мы ее снимем, и плата готова. Так, что по итогу имеем после сегодняшнего осмотра? Во-первых, я раздобыл, вытащил плату монитора. На ней теперь можно замерить, какие стоят электролиты, какие стоят флажочки, подготовить замену в 2 экземплярах и заменить на этом и на втором мониторе конденсатора. Это раз. И я снял жесткий диск. Жесткий диск уже более-менее отогрелся, но все равно лучше я его завтра попробую на включаемость, то есть подцепить к нему блок питания, проверить, как у него моторчик себя ведет. Надо будет найти в Москве или в ближайшей области человека, у которого есть живая еска, куда можно будет засунуть плату контроллера, подключить жесткий диск и посмотреть, он вообще может ли функционировать, насколько он живой и что с него можно поиметь. Пока вот так вот. Остальная работа будет сниматься по ходу дела. Всем спасибо за просмотр и доброго дня.